Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о порче на соль. Да, не удивляйтесь, именно можно с помощью соли навести порчу. Как вы можете определить и как снимать? Все очень просто, но, друзья, нужно это знать. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен. Друзья, кто ставит лайк, тому деньги приходят легко и с радостью. Вы знаете, мы уже неоднократно с вами говорили о видах порчи, с помощью чего можно наводить порчу. Но знаете, когда у вас все хорошо, когда у вас все получается, у вас в семье все прекрасно, у вас на работе бизнес процветает, на работе премии, бонусы, вы знаете, и еще если вы умеете рассказывать об этом в каких-то ярких, красивых красках, знаете, в вашей жизни всегда будут недоброжелатели, всегда будут враги, те люди, которые захотят у вас забрать эти блага. Хотя, возможно, с их энергией, с их мозгами они могли бы больше заработать, но им это не интересно, им интересна именно ваша жизнь. Вот они находят в себе жертву и постоянно пытаются уничтожить вас. При этом используют разные способы, но при этом, приходя к вам домой, они, как правило, улыбаются, смотрят вам в глаза, как собака, потому что, ну как же, у вас все прекрасно, у вас все хорошо, значит, нужно понять, разобраться, как это так у вас получилось, а у них нет. Хотя у всех были равные условия изначально. И здесь, конечно же, после того, как вы не поддаетесь никаким соблазнам, значит, что нужно? Нужно применить магию. Мы неоднократно с вами говорили о подкладах. Подклады бывают достаточно разные, и иногда даже такие вещи, что диву дивишься. Но сегодня мы в этом видео поговорим о соли. Да, не удивляйтесь, соль также можно использовать в магии не во благо к человеку. Это очень печально, конечно, но вы должны также знать о том, что вас может ждать в вашем же доме, у вас на пороге, во дворе, ждать именно соли. Многие подумают о том, что эта соль, наверное, вы сами рассыпали. Но с другой стороны, проанализируйте, а как у вас могла оказаться соль на пороге или на лестничной площадке, при этом ни с того, ни с сего. Или... Например, к вам пришла знакомая, вы общались, пили чай, а после ее ухода на столе вы увидели соль. Странно, не правда ли? И многие люди не думают об этом и думают: ой, наверное, я рассыпала. Вы должны всегда с собой говорить на чистоту, на честность. То есть, если вас что-то смущает, если вам начинает что-то не нравиться, уже сразу думайте, а что бы это могло быть? Потому что многие люди даже не предполагают, что через соль также можно отправить в ваш адрес, в ваш дом, в вашу жизнь негативную программу. И, конечно же, многие люди не думают об этом. Поэтому, если вдруг вы должны обязательно, если вдруг у вас ни с того ни с сего, вас начали постигать неудачи, какие-то внезапные проблемы с близкими вашими людьми, вдруг ни с того ни с сего вы себя начали плохо чувствовать, при этом вы чувствуете, что у вас не должно быть проблем со здоровьем, но все равно не так. Возможно, постоянно какая-то депрессия. Тогда обязательно ищите в своем доме соль или другой подклад. Обращаем ваше внимание, что может быть и такая ситуация, то есть человек, который несет вам негатив, он пытается найти способ такой, чтобы как можно дольше эта негативная программа находилась у вас. И, например, может соль заговорить и отправить в малюсенький пакетик или в какую-то тряпочку, платочек. И здесь очень важно вам в первую очередь включать свой мозг и говорить: это мое или не мое? Бывает и так, что, допустим, к вам приходили дети, игрались, да, тут же вам пришла ваша соседка, и вы в какой-то момент увидели вещь, которую вы точно уверены, что это не ваша. Значит, детей приглашайте, мужа, и кто с вами живет, спрашивайте, чья это вещь. Но ни в коем случае, здесь очень важно не брать это руками.
Если рассыпанная соль, мы сейчас далее поговорим об этом, что же вам делать. В любом случае, если вы видите инородный какой-то предмет, тот предмет, который, или вещь, которую вы точно не могли принести в дом, это касается и иголок, потому что, как правило, иголки у нас все сложны в каком-то ящичке, да, или на подушечке они вколоты. То есть, по идее, у вас иголки не должны быть разбросаны, а вдруг раз вы видите, или та же булавка ни с того ни с сего завалялась в каком-то углу. Много-много чего может быть у вас быть того, что по идее не должно быть. Поэтому в этот момент вы должны сразу включать холодную голову. Ага, это не мое. Значит, руками мы не трогаем от слова совсем. Ну а что же делать? Возьмите, оденьте перчатки резиновые. Например, давайте начнем с того, что если вот у вас рассыпанная соль, что в этом случае делаем? Во-первых, ни в коем случае не берем руками, желательно взять какой-то веничек старый или метелочку, совочек, все это подмести хорошо, то есть это может быть у вас и рассыпано, и на пороге, во дворе вашего дома, если у вас, например, частный дом, подмести это и это вынести подальше все и сжечь, именно сжечь. После того, как вы сожгли, приходите домой, купаетесь, все отправляете в стирку. Здесь вроде понятно. И другая ситуация. Если вы увидели, что у вас рассыпана соль, например, на столе, на каком-то шкафчике, на тумбочке, в любом случае, опять же, мы руками это не трогаем. Берем пакет, мы даже мусорный пакет можем, берем тряпочку, которую мы потом выбросим, то есть, и все это хорошо протираем. Протерли хорошо, с пакетом выносим и сжигаем. После этого приходим домой, купаемся, стираем свои вещи. Очень важно, когда вы увидели у себя, вне зависимости, какой это будет подклад, сразу же делайте генеральную уборку. Сразу же вспоминайте молитвы, которые вы знаете. Сразу постарайтесь зажечь свечу. Если есть возможность, пойдите в церковь любую, закажите 40 за здравие себя и всех тех членов семьи, которые живут с вами. Бывает так, что это стоит недешево, но по-другому, то есть никак, это благотворительно для церкви, вы должны об этом понимать. Поэтому, или знаете, бывает так, что в одном храме или в церкви это стоит условно там больших денег, а если вы поедете в какую-то деревушку, то это будет намного меньше. Помните, пожалуйста, об этом. Также, что очень хорошо делать, взять щепоточку соли и вот вы будете мыть полы, да, бросить именно в эту воду. Вы можете несколько раз промыть. Также не забывайте про зеркала, очень важно, потому что зеркала, они впитывают все то, что происходит в вашем доме. При этом вне зависимости, хорошее или плохое, а потом начинает вот эту энергию транслировать в вашу жизнь. Поэтому очень важно, чтобы вы также мыли зеркала как можно чаще. Особенно это касается, если они у вас в ванной, а не если касается у вас в прихожей. Научитесь это делать. Далее, друзья, что еще может быть? Бывает и так, что вас кто-то пытается, ваша знакомая, соседка, родственница, одолжить у вас соль. Никогда не давайте в соль. Если вы живете даже в коммунальной квартире, приучите всех своих соседей, что вот у вас есть шкафчик, у вас есть стол, который не надо подходить. Ни ножи, чтобы не использовали, ни вашу посуду. Да, вас кто-то скажет, ну что вы, мы уже столько лет все вместе, дружно и так далее. Но вы должны понимать, что бывает так, что люди живут 10-20 лет в одном каком-то, в общежитии, а потом узнается, что один остается у разбитого корыта, а у другого все прекрасно и все и хорошо. А просто потому, что человек боялся и стеснялся сделать кому-то другому замечание, чтобы его вещи не трогали, чтобы не трогали те приборы, которые принадлежат тому или иному человеку. Не бойтесь этого говорить, потому что у вас забирают просто удачу, у вас забирают здоровье, у вас забирают благополучие. Вы не делаете на этом акцент, потому что вы думаете, это все ерунда. А когда проходит время, и вы видите, что у вас развод, у вас
нету крыши над головой, вы потеряли работу, человек начинает задумываться, а что же у нас такого произошло? А произошло самые простые вещи. Вы просто игнорировали те простые советы и рекомендации, которые мы вам давали. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте, пожалуйста, осторожны, потому что через соль также наводят порчу, и при этом это очень часто могут это делать, поэтому всегда оберегайте себя, свою семью и поменьше кого впускайте в свой дом. Для этого у нас есть бары, рестораны, какие-то кафешки, парки, где вы можете пройтись, заодно прогуляться по свежему воздуху и обсудить все свои рабочие вопросы. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Друзья, пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами в следующем видео.